Я застрял на лимите высоты в Майнкрафт, и мне надо сбежать и вернуться на землю. Но сперва, как я здесь вообще оказался? Я залогинился в мир своего друга, и когда он ко мне пришел, он начал бить меня без причины. И затем Кориен телепортировал меня на самую высокую точку в Майнкрафт. Что, где я, Кориен? Почему я здесь? Стой, что? Нет! Он запер нас на самой высокой тюрьме в Майнкрафт, и мы по центру пустой бедроковой комнаты. Стоим на одном блоке. Посмотрев вниз, я вижу, что под нами есть комнаты. И воронка. Но мы не сможем до нее достать. Я начинаю все прокликивать, пытаясь найти фейковые или скрытые блоки. Но все блоки вокруг нас были реальными. Тогда я нажал на F5 мод, чтобы найти что-нибудь упущенное мной. Когда я это сделал, я кое-что заметил. Если посмотрите очень внимательно, обнаружите под нами воронку. Итак, я крадусь на край блока и ломаю ее. Но что я должен делать с этой воронкой? Все, что можно увидеть, это еще одну воронку под нами. А так как делать больше нечего, думаю, мне надо кинуть мою воронку в ту воронку. Давайте сделаем это. О, появилась вода. Прыгаем в нее и отправляемся в новую территорию. И здесь было две комнаты. Первая комната — это огромная бедроковая коробка с блоком цели по центру. Кроме этого, комната была пуста, а в другой комнате как будто 3 территории. В первой говорится: найди отличия. Положи отличающуюся вещь в воронку, если нашел. И тут две комнаты, которые выглядят абсолютно одинаково. А рядом был сундук с дубовой древесиной, красной терракотой, полированным диоритом, книжной полкой и ступеньками. А воронка, о которой говорилось, была рядом с сундуком. И когда я присмотрелся к комнатам, они выглядят одинаково. И я понял, что все вещи, которые у нас были в кармане, были и в комнате. Но нет. Это была неправда. Когда я посмотрел немного внимательней, я заметил, что в этой комнате не было красной терракоты, но в первой она была. Это значит, что отличие в этой красной терракоте, и ее надо кинуть в воронку. И когда я это сделал, я услышал, как активировалась другая воронка, и мне упал арбалет. Значит, мы прошли эту комнату. Но все же, я заберу сундук и кровать, прежде чем уходить отсюда. Вдруг позже понадобится. Затем иду в новую комнату, и здесь была табличка. Там говорилось: заставь песок упасть в дыру. И кажется, это огромная территория со стеклом, с кнопками и поршнями. И там был один блок песка по центру. И после более внимательного осмотра я нашел дыру, куда нам надо протолкнуть песок. Но затем появилась идея просто разбить стекло. Но стекло было неразрушаемым. Эта загадка кажется нереально трудной. Я начал просто кликать рандомные кнопки. Так я и смог доставить песок до этой точки. А дыра была здесь. А у поршня, который толкает песок сюда, не было кнопки. Толкнуть никак не получится. Но с другой стороны головоломки была табличка, говорящая: «Используй меня», указывая на поршень. Возможно, нам надо продвинуть тот поршень, чтобы он двинул песок. Если я толкну это сюда, это доставит песок в дыру. И нам открылась эта бедроковая зона с сундуком внутри, а внутри него был один сахарный тростник. Также забираем сундук. Теперь осталась только одна территория, которую нужно исследовать, и она была по центру. И чтобы попасть туда, пришлось поставить 2 блока. Внутри была пустая комната, кроме сундука с другим сахарным тростником. Я забрал его и сундук. И все, мы уже исследовали 3 эти территории. Так что с этими вещами нужно как-нибудь активировать этот блок цели. И половина загадки решена. У нас есть арбалет, но все же нужна стрела, чтобы попасть в этот блок. Так что я беру это дерево и делаю из него 4 доски, чтобы создать верстак. И когда я его открыл, тогда я и понял. У меня же нет вещей, чтобы делать стрелы. Наверное, надо было подумать об этом до того, как делать верстак, потому что, возможно, я завалил текущий забег. С вещами в нашем инвентаре мы ничего не сможем скрафтить. Кажется, мы что-то упускаем. И поэтому я начинаю осматривать углы в этой комнате, и тогда нахожу воронку. А внутри был 3-й сахарный тростник. Теперь у меня появилось еще больше бесполезных вещей. Я понял, что чего-то не хватает, но я не знаю чего. И тогда я посмотрел вниз и понял, что в этой гигантской комнате было продолжение. Я прыгнул вниз и нашел сундук почти на самом дне. Внутри него был порох. Начинаю плыть наверх, чтобы посмотреть, что с ним можно сделать. И абсолютно ничего не нахожу. Все, что мы можем, это сделать сахар и бумажный листочек. Ага, понятно, что нужно делать. Если использовать тростник, чтобы сделать 3 бумажки, у нас получится создать фейерверк. И обычно с этой ракетой практически ничего не сделаешь. Но если положить ее в нашу руку, ее можно использовать, чтобы попасть в блок цели. Давайте же попадем в него. Ура, нам открылась новая зона. И если я просто прыгну туда, то я умру. Но если сделать это с кроватью, мы не получим никакого урона. Прыгаем в новую комнату и попадаем на новую территорию. Но когда я сюда попал, я приземлился на эту нажимную плиту. Она удалила все мои вещи из инвентаря, но хорошие новости в том, что можно увидеть землю. Так что, чтобы нам сбежать, нужно как-то туда спуститься. Первое, что я здесь увидел, это был знак: запятай меня, чтобы сбежать. С одной стороны редстоун был подпитан, а с другой стороны нет. А по центру было пусто, и это значит, что надо поставить редстоун по центру, чтобы можно было активировать другую сторону. И это даст нам возможность сбежать. Но когда я получше осмотрелся, я заметил, что там была еще одна воронка в этой коробке, а в ней был один эмеральд. Также нам осталось исследовать эту комнату, напротив редстоуновой комнаты. И да, здесь была ведьма, помещенная в стекло. Она была сама по себе. А с другой стороны была еще одна стеклянная клетка, но она была пустой. Также есть один блок стекла, который я смогу поставить. Может, мне придется кого-нибудь здесь запереть? И на другой стороне комнаты был зомби-житель, на расстоянии 5 блоков от меня. Но до туда, где он был, я не смогу допрыгнуть, потому что расстояние слишком большое. И даже если у меня получится, я не смогу привести его в комнату. И я не знаю, зачем мне вообще нужен зомби-житель. Можно предположить, что его можно запереть в эту стеклянную клетку, так же, как и ведьму.
Тогда-то я и понял, что нам нужно делать. Есть шанс 1 из 4, чтобы в тебя попало сплэш зелье слабости. И чтобы сделать из зомби-жителя обычного жителя, в него нужно попасть сплэш зельем слабости, дать ему золотое яблоко, ну а затем он станет жителем. И когда он им станет, я смогу использовать этот эмеральд, чтобы с ним сторговаться. За одну часть редстоуна, чтобы активировать сеть и сбежать. И это доставит нас прямо к свободе. Итак, все, что нам нужно сделать, это доставить жителя в эту комнату, попасть в него зельем слабости и скормить ему золотое яблоко. На данный момент осталась эта часть комнаты, которую мы можем исследовать. И эта комната была покрыта лавой. Нажимаю на F5, чтобы увидеть что-нибудь с той стороны. И да, там была целая комната, но на ту сторону я не смогу попасть. Думал поставить мое стекло, чтобы остановить лаву, но позже оно нам понадобится, чтобы запереть жителя. Я немного походил и подумал. И понял, что мы можем использовать эту нажимную плиту для остановки лавы. Итак, я ломаю ее и переношу на территорию с лавой. Начинаю ей кликать до того, как не поставлю на источник лавы. Поставил, лава перестала течь. Когда я пошел в новую комнату, понял, что это была обычная пустая платформа с одним блоком бедрока и одним сундуком в воздухе, и отсюда мы никак не сможем до них достать. Начал осматриваться, чтобы найти какой-нибудь блок, который поможет нам достать до этого сундука. И после недолгого осмотра понял, что когда мы поставили нажимную плиту, нам открылась воронка, внутри которой было 5 белых ковриков. И да, с помощью них вы можете подниматься. Я ставлю их, но высоты недостаточно, чтобы мы могли достать до сундука. Нам нужен еще один блок, так что я ломаю коврики и пытаюсь найти что-нибудь еще. Тогда я вспомнил лайфхак с табличкой. Если поставить коврик сверху таблички, получается целый блок. Ведь обычно, чтобы поставить блок, нужно 2 коврика. Получается, если мы используем эту табличку, то сможем забрать то, что в сундуке. Забираю все это с собой и использую табличку, как и планировали. Сработало, можно запрыгнуть на бедрок. А внутри сундука было золотое яблоко и 5 ниток. И эти вещи именно то, что мне нужно. Я забираю все коврики и возвращаюсь в комнату с жителем. А причина, почему нам нужны нитки из сундука, это потому, что у ковриков есть фича. Смотрите, если вы ставите нитку, на нее можно поставить коврик. Делаем проход из ниток прямо к зомби, и поверх них ставим коврики. Затем я завожу зомби-жителя прямо в клетку и запираю его внутри. Теперь я открываю клетку с ведьмой, чтобы она попала в меня зельем. Но после она наконец-то попала в зомби-жителя зельем слабости. И я скормил ему золотое яблоко. И зомби-житель начал трястись, потому что он излечивался в обычного жителя. И наконец-то перед собой мы видим обычного жителя. Используя один эмеральд, мы можем получить 2 редстоуна. Теперь я иду в главную комнату и ставлю редстоун. Когда я это сделал, мне далась деревянная лодка. Давайте ее поставим. И я уже хотел сделать глич с лодкой, но затем Кориэн появился передо мной. Кориэн, что ты хочешь? Почему ты здесь? Стой, что? Кориэн телепортировал меня под тюрьму. Если хочешь сбежать, ты должен победить меня в драке. Единственный шанс для нас сбежать, это если мы победим Кориэна. В драке 1 на 1. Но Кориэн намного лучше в PvP, чем я. Это будет для меня вызовом. Но я начал атаковать его аргументами. Кор, ты мусор, я победю тебя. Когда-нибудь. Почему ты в креативе? Стой! Это неправильно! Кориэн, что ты делаешь? Что? Нет! Кориэн счетырил в драке 1 на 1. Но война между мной и Кориэном не закончена. Мы соревнуемся за 500 тысяч подписчиков, и Кориэн подбирается все ближе. Так что, если вам нравится это видео, подпишись. Никто не подпишется, я победю тебя и получу свои 500 тысяч. Да, если что, я знаю, что слова победю нет. Спасибо за просмотр, перевел и озвучил твой лучший Майнкрафт. Подписывайтесь.